Всем привет! С вами Рыжие Будни, и сегодня я приготовлю обалденно вкусную тушеную капусту. Для начала я беру 3-4 вот такие вот картошки и нарезаю их примерно одинаковыми кубиками, прямоугольниками. Примерно сантиметровой толщины. Вот такими вот. На огне выше среднего разогреваю 3-4 столовые ложки растительного масла и выкладываю в него картошку. Жарю картошку на огне больше среднего до полуготовности, до появления золотистой корочки. Для того, чтобы появилась красивая золотистая корочка со всех сторон, желательно часто картошку не мешать. Итак, когда картошка наша вот такого вот золотисто-красивого цвета, но еще сыровата, выключаем огонь. И я перекладываю картошку в вот такую вот сковородку с толстым дном. Называется она, по-моему, сотейник. Перекладываю сюда картошку. Но масло оставляю в сковородке. Как можно меньше забрать с собой масло. Пусть пока картошка поваляется здесь, а мы продолжим дальше. Теперь в это же масло, в котором я жарил картошку, высыпаю одну мелко нарезанную луковицу. Буквально 1-2 минутки лук обжариваю на среднем огне. И сразу в лук выкладываю 250-300 грамм фарша. Фарш мешаю очень часто и интенсивно, чтобы добиться более маленьких кусочков. Чтобы он меньше слипался между собой. Итак, картошку ничего не добавлял, а сюда кладу 1/3 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки паприки и приправки 10 овощей, 1 чайную ложку. Все это дело хорошенько перемешиваю и жарю примерно до 10 минут. Фарш тоже высыпаю в картошку. Ну, собственно говоря, и сама капуста. Беру головку вот такой вот небольшой капусты. Ну и как резать капусту, объяснять не буду, я думаю, все об этом знают. А вы пока ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Капуста у меня весила 1,5 килограмма. Режу я ее в свое блюдо примерно большую половину. Вот столько капусты я начекрыжил. Наливаю прям сюда, где жарил фарш, трошки масла. Делаю огонь больше среднего. И высыпаю сюда капусту. Если у вас вся капуста с первого раза не поместилась в сковородку, не беда. Подождите буквально 3-4 минуты, пару раз помешайте, и капуста очень сильно просядет. И тогда высыпите все остальное. Я жарю на очень большом таком огне. Видите, оно такое ощущение, как подгорает. Но это нормально, так и надо. Вот пару раз помешал, намного меньше уже стало капусты. Высыпаю все остальное. Поэтому поместится всегда вся. Буквально жарю капусту на очень большом огне до 10 минут. Она становится вот такая вот чуть-чуть подгорелая и вялая. Это то, что мне надо. Выключаю огонь, беру, меняю на сотейник, высыпаю сюда капусту. Соус для капусты. Беру 100 грамм воды, 70 грамм томатной пасты, чайную ложку без горки соли, на кончике черного перца, полную с горкой чайной ложки сахара и половина паприки. Все это хорошенечко перемешиваю. Включаю самый маленький огонь. Выливаю сюда пасту. Теперь хорошенечко все это перемешиваю, все вместе. Когда хорошенько перемешал, делаю самый маленький огонь, накрываю крышкой и тушу примерно 10-15 минут. Но самое главное здесь, чтобы сковородка была с толстым дном, иначе может пригореть. Спустя 10 минут желудок от запахов не выдерживает, хочется жрать. Вот такая вот красивая и вкусная капуста у меня получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Быть добру, всем пока. А еще она и очень полезная.